Жизнь после смерти. Мой предсмертный опыт. В течение одной недели мы путешествовали по очаровательным местам Южной Африки вдоль Гарден-Рут на мотоцикле. Кто знает этот маршрут, тот поймет. Даже при воспоминании о тех местах мое сердце начинает биться сильнее. Мы видели китов-дельфинов, Омана, в заливе Плеттенберг. И мы там действительно чудесно проводили время. Как ни странно, но в последний день нашего путешествия на последних 10 километрах пьяный водитель из встречного движения хотел сделать обгон. Но задел меня с правой стороны, и я не сумел уклониться. И мы с разрешенной скоростью в 100 км в час, а вместе с ним 200, столкнулись. И таким образом я сразу же на месте происшествия потерял одну ногу. Своим правым плечом упал на крышу машины, в результате мое плечо было полностью раздроблено. И как следствие я лишился правой руки. К счастью, на мне был цельный шлем, что позволило избежать, по крайней мере, слишком серьезных травм лица. Помимо этих травм и внешних повреждений, которые все еще видны сегодня, и помимо потери конечностей, у меня была также серьезная полиорганная недостаточность, такая как печечная недостаточность, эмболия левого легкого. Все это усугубилось пневмотораксом, то есть коллапсом правого легкого. Это происходило в течение нескольких дней после столкновения. Органы отказывали постепенно, шаг за шагом. Меня привезли в операционную. Прямо посреди ночи, примерно в 3-4 утра. Мне пытались помочь и устранить все возникшие дополнительные проблемы. Но ничего не помогло. В конце концов, врачи были вынуждены сдаться. Не потому, что им так захотелось, а скорее из-за знания медицинской статистики, утверждающей, что люди с такими повреждениями почти никогда не выживают. Все спасательные мероприятия были остановлены. Затем в операционной было все прибрано, и оставалось только подождать, когда я сделаю последний вздох. Околосмертный опыт случился не во время ДТП, а после того, как врачи остановили все спасательные мероприятия. Я должен сказать, что до этого совершенно не интересовался случаями, связанными с околосмертными переживаниями. Сегодня я знаю, что, к примеру, типичным признаком является ощущать себя движущимся через туннель. Именно это и случилось со мной. Сначала свет был далеко, потом он стал приближаться. Этот свет был очень теплым и очень любящим, таким приветствующим. Для меня было таким привлекательным идти по этому туннелю навстречу свету, и где я как-то нечетко видел фигуры формы. На пути по этому туннелю мне вдруг стали приходить в голову мои дела, действия, моя жизнь. Я мог критически разбирать свою жизнь. Правильнее сказать, я должен был это делать. Как ни странно, все те вещи, которые меня занимали в повседневной жизни, а я предприниматель в строительной отрасли, моя компания была очень успешной. Я много времени и сил вложил туда. Я определял свою значимость через то, насколько успешна была моя фирма. То, что я был еще таким молодым при создании этой фирмы, и сколько мне удалось создать рабочих мест, и насколько ценной была эта фирма. Все эти вещи так странно, но они не играли совершенно никакой роли в тот момент. Напротив, вопрос, который мне ставился, это: каким начальником был я? Каким коллегой? Каким я был отцом моим 3 детям? Как я относился к моим братьям и сестрам, а также друзьям и родителям? Когда я передвигался по этому туннелю, то в какой-то момент появились мои дети. Хотя слово «появились» здесь не подходит.
Нашими словами я не могу передать то, что имею в виду. Но у меня было чувство, мои дети сейчас находятся рядом. И они меня очень сильно удерживали. Они были тогда еще очень маленькими. Я знал, они не хотят, чтобы я шел дальше, хотя я и находил таким притягательным идти по туннелю. Но дети меня держали по-настоящему очень сильно. И дали мне очень ясно понять, что хотят, чтобы я остался здесь на земле какое-то время еще. И таким образом мое движение в свет было приостановлено, и дальше я не пошел. В этот момент в операционный зал вошел 4-й врач. По всей вероятности, он увидел, что человеку можно еще помочь, хотя 3 других врача просто там стояли и больше ничего не предпринимали. Он сказал им, что те обязаны бороться до последнего. И внезапно то вмешательство, которое в первый раз не принесло результатов, сработало в этот раз. Это, конечно, было очень удивительно, и еще больше удивились врачи, когда увидели, что я прихожу в себя. И сегодня поэтому могу дать вам это интервью. Вы сами определили, во время вашего околосмертного опыта, что 4-й врач вошел в операционную, или вы узнали об этом позже? Нет, я это сам увидел. У меня до сих пор остались слова в памяти. Мы не сможем его вытащить, прежде как они прекратили все мероприятия по спасению. Позже я уже думал, мог ли я услышать и увидеть это, так сказать, через обычные человеческие органы-каналы. А что у меня, к примеру, не было. Но то, что я позже об околосмертных переживаниях читал, так это то, что люди часто видят себя как бы сверху. Но зато я помню очень хорошо последовательность спасательных мероприятий в операционной. Этот околосмертный опыт стал тем самым событием, которое кардинально изменил мою жизнь. Вследствие этого столкновения я стал инвалидом, потерял ногу и руку. Но по своей значимости околосмертное переживание было более важным физических изменений. Я уже упомянул раньше, что в этом околосмертном переживании, а я предполагаю, что каждый испытает подобное в последние минуты своей жизни. Важным было не то, насколько я был успешным, и какую ценность представляла из себя моя фирма, но важным было, что я был за человек. Мои дети меня, так сказать, спасли. Если бы не они, то, скорее всего, я бы прошел весь этот путь. И основываясь на этих знаниях из околосмертного опыта, я как бы должен был изменить свою жизнь и свои приоритеты расставить иначе. До аварии наивысшим приоритетом для меня было развитие моего предприятия, работа, успех и так далее. А после на первое место встала семья, дети. И только на втором месте дела и финансы. Но это, конечно, не единственное изменение, просто самое очевидное. Что кардинально изменилось, так это то, что у меня больше нет страха смерти. Это переживание, которое я описал, или этот путь до того конца, он был таким располагающим, приветствующим. Этот опыт показал мне, что когда мое время на земле подойдет к концу, то там меня не ожидает ничего страшного, никакого чистилища, или что за этим порогом нет ничего. После этого опыта я убежден, что нас ожидает там любовь, тепло и, возможно, встреча, воссоединение с людьми, которые ушли туда еще до нас. Многие изменения в моей жизни я даже сам не заметил и не мог поначалу определить причины. Когда я стал читать про околосмертные переживания, то заметил, что многие люди, имевшие околосмертный опыт, рассказывали, что их религия теряла силу, но вера в Бога возрастала в разы. Это я могу подтвердить абсолютно. Сейчас я точно верю в то, что есть нечто большее, чем то, с чем мы сталкиваемся здесь на Земле в повседневной жизни. Над нами есть высшая инстанция, духовная сущность, которая ждет нас. 2 или 3 недели после околосмертного опыта я мог с точностью сказать, кто зайдет ко мне в палату через минуту.
Хотя этот человек находился в 30-40 метрах от меня за закрытыми дверями. Это было не какое-то предположение, а так будто я бы видел этого человека, идущего ко мне. Чрезвычайно повышенная чувствительность к явлениям, которые мы не можем испытать в повседневной жизни. Есть еще одно как бы возникшее понимание после околосмертного опыта. И оно остается со мной и по сей день. Это то, что мы, люди, все связаны между собой. То, что мы не какие-то раздельные личности, индивидуумы. Как мы, к примеру, тут сидим друг напротив друга. Как будто бы мы на каком-то духовном уровне являемся частью чего-то одного общего.